Всем привет! Сегодня мы поговорим о загрязнении окружающей среды, одной из самых острых проблем 21 века. Человек, думая в первую очередь о своем комфорте, потребительски относится к природным ресурсам. Ежедневно в озера и реки сливаются тонны жидких химических отходов от заводов, фабрик, атомных электростанций и других предприятий. Выхлопные и промышленные газы загрязняют атмосферу, создают парниковый эффект и вызывают тяжелые заболевания у людей и животных. Бездумное использование природных ресурсов, выкачка нефти и газа, разработка карьеров, вырубка лесов также катастрофически ухудшают экологическую обстановку. Если вы сортируете мусор, минимизируете использование пластика, выбираете экологический транспорт, вы, безусловно, помогаете нашей планете. Но знаете ли вы, что второй по значимости проблемой для окружающей среды является наша одежда? Да, те изделия, что покрывают и защищают наше тело, медленно убивают экологию. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, что такое быстрая мода и какое влияние она оказывает на экологию. Мы познакомим вас с брендами, которые являются самыми яркими представителями быстрой моды, и разберемся, каким последствиям приводит бесконтрольное производство одежды. Расскажем, какие изменения происходят в индустрии моды сегодня и что потребители могут сделать, чтобы спасти планету. Но давайте обо всем по порядку. На протяжении всей нашей жизни мы регулярно покупаем одежду. Чаще всего мы меняем гардероб, когда наши вещи становятся немодными. Мода – изменчивое и скоротечное явление. Под влиянием культурных и политических факторов она определяет тип, форму и крой одежды, которая будет популярна в какой-либо сфере определенное время. Быстрая мода или fast fashion – это максимально частое обновление одежды, соответствующее новым тенденциям моды. Потребители получают практически идентичную одежду той, которая только засветилась на мировых подиумах. Буквально за неделю-две трендовые модели появляются в магазинах масс-маркета по достаточно низким ценам. При такой бизнес-модели новинки выпускаются до 50 раз в год и поступают в магазины почти каждую неделю. Актуальные тренды теперь доступны каждому. Дешевая одежда позволяет собрать бюджетный стильный лук, надеть его на один вечер, а затем отправить пылиться в шкаф или выбросить на помойку. Так возникают дополнительные угрозы для окружающей среды, ведь ресурсы для их производства тратятся зря. Вещи fast fashion производятся из бюджетной ткани и могут покрыться катышками после первой носки или потерять форму после первой стирки. Такие изделия не рассчитаны на длительную эксплуатацию, максимум на один сезон. Быстрое обновление гардероба выгодно компаниям. Они увеличивают товарооборот и получают хорошую прибыль. Но чем это может обернуться для экологии и всего человечества? Давайте посмотрим на цифры. За последние 20 лет объем производства одежды в мире увеличился более чем в 2 раза. Каждый год изготавливается порядка 150 миллиардов предметов гардероба. Это на 400% больше, чем в 2000 году. Из них продается чуть больше половины. Сегодня среднестатистический покупатель приобретает на 60% больше одежды, чем 20 лет назад. Но носит меньше. Срок использования одной вещи сократился в 5 раз. 80% вещей из масс-маркета оказываются на помойке раньше, чем за 12 месяцев после покупки. Около 20% новой одежды остается не распакованной и не надетой ни разу. На свалку отправляется 9 из 10 вещей, и только 10% одежды попадает на переработку. При всем желании выглядеть стильно, люди носят большую часть времени лишь 20% своего гардероба. Несмотря на все эти цифры, маркетинговые компании продолжают уверять, что именно без этой новинки нам не обойтись. Под влиянием рекламы потребители совершают импульсивные покупки. Многие из них даже не догадываются, какой вред планете приносит очередная стильная обновка. Кроме того, индустрия моды тратит огромное количество невозобновляемых ресурсов. Например, на производство одной футболки требуется около 2700 литров воды. После нескольких стирок ее выбросят на свалку, где она будет медленно разлагаться, загрязняя окружающую среду. И даже это далеко не полная картина.
Текстильная промышленность сама по себе губительно влияет на природу, а быстрая мода ускоряет эти деструктивные процессы. По скорости загрязнения окружающей среды она почти догнала нефтяную промышленность. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, в состав почти половины всей производимой одежды входят хлопковые волокна. Для выращивания хлопчатника требуется обильное орошение почвы огромным количеством воды. Это ставит под угрозу мировые запасы питьевой воды. Кроме того, разлагаясь на мусорных свалках, натуральные ткани выделяют метан и загрязняют грунтовые воды. На производство искусственных тканей ежегодно тратится около 10 тонн нефти. Во время стирки от синтетических вещей отделяются тысячи микрочастиц пластика. Они проходят через очистные станции и попадают в мировой океан. В некоторых странах частицы пластика уже были обнаружены в питьевой и бутилированной воде. А в 2020 году ученые впервые нашли микропластик в человеческой плаценте. Попадая на свалку, синтетические волокна разлагаются 200 лет, выделяя парниковые газы и ядовитые вещества. Сточные воды текстильных фабрик насыщены токсичными отходами, красителями, фрагментами синтетических волокон, пестицидами с хлопковых полей. Сброс ядовитых химикатов, используемых для покраски тканей, превращает реки в разноцветные потоки, которые сжигают все на своем пути. Fast Fashion пока не готова платить больше за экологическую систему окрашивания и продолжает использовать дешевые красители. Это приводит к гибели речных животных и делает воду опасной для жизни. Такие крупнейшие реки, как Ситерум в Индонезии и Чжуцзян в Китае, уже стали непригодными для человека и рыбы. Кроме того, некачественные ткани, дешевые красители и неправильная утилизация представляют опасность для работников фабрики и жителей близлежащих районов. Быстрая мода – это проблема, что привела к появлению огромного количества одежды, которая быстро обесценивается, не перерабатывается и отправляется на свалки по всему миру. Старейшими и крупнейшими гигантами fast fashion принято считать бренды H&M и Zara. Сегодня Zara выпускает более 20 коллекций в год, а H&M предлагает новые продукты не реже, чем раз в месяц. Также к быстрой моде относятся Forever 21, Primark, Topshop, Mango, Asos, Missguided, Boohoo, Gap и многие другие. Эти бренды производят большое количество недорогой одежды, которая быстро меняется в соответствии с модными тенденциями и не предназначается для длительного использования. Они не всегда соблюдают стандарты экологической безопасности, и большинство вещей создают из дешевых синтетических материалов – полиэстера, нейлона, вискозы. Эти магазины пропагандируют быструю моду и демократизируют цены. Они могут вас одеть как голливудскую кинозвезду, но только в пластиковую одежду. Производство крупных брендов fast fashion расположено в основном в странах Азии – в Бангладеше, Индии, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии. В этой сфере, кроме вреда окружающей среде, часто встречаются нарушения прав работников. Мизерная оплата труда, низкие стандарты безопасности на производстве, нарушение прав женщин, эксплуатация детского труда. Нашу одежду шьют около 75 миллионов людей, 80% из которых молодые женщины в возрасте от 18 до 24 лет. Большинство из них вынуждены работать в ужасных условиях за копейки. Например, швея с Эфиопии зарабатывает в среднем $26 в месяц, а с рубашки за $29 рабочий получает 0,6%. То есть 18 центов. Поэтому, когда вы снова увидите бирку «Made in Bangladesh», то стоит задуматься, кем эта вещь шита, за какую оплату и в каких условиях. Также многие текстильные фабрики находятся в Турции, Китае и других развитых странах. Здесь также никто не спешит решать проблему загрязнения природы, ведь желание удешевить производство превышает стремление сохранить экологию. Модная индустрия потребляет много энергии, электричество требуется для работы оборудования, а тепло – для мытья, сушки и окрашивания тканей. Как следствие, производства выбрасывают значительное количество парниковых газов в атмосферу. По выбросам углекислого газа текстильная промышленность вдвое вреднее судоходства и авиации вместе взятых.
Помимо этого, транспортировка готовых изделий приводит к дополнительному выделению СО2. Ведь, к примеру, только за 2018 год мировая фэшн-индустрия стала причиной выброса более 2 миллиардов тонн парниковых газов, что составляет 4% от общего количества. Таким образом, fast fashion ускоряет глобальные изменения климата. Сегодня в сфере быстрой моды происходят изменения, связанные с увеличением обязанностей потребителей и требований к экологической и социальной ответственности брендов. Все больше компаний начинают работать над улучшением условий труда в своих производственных цепочках, а также над снижением экологического воздействия при транспортировке товаров. Также некоторые бренды начали запускать программы по вторичной переработке и утилизации своих товаров. Например, H&M предлагает клиентам сдать старую одежду и получить 15% скидки на новую, а все непроданные вещи компания отправляет на переработку или в благотворительные фонды. Некоторые бренды периодически выпускают линии одежды из органических материалов. Например, в 2017 году Mango выпустил экологическую линейку одежды Committed. Для ткани были использованы материалы натурального происхождения: органический хлопок, лен и тенцель. А в концепции линейки были заложены принципы справедливой торговли и устойчивого производства. Также с каждым днем растет популярность брендов, которые специализируются на экологически чистой моде. Например, Patagonia, Reformation, Everlane, Amo Vert, Эйлин Фишер. Эти бренды используют только натуральные материалы, а также соблюдают высокие стандарты социальной ответственности. Они стремятся создать более устойчивую и щадящую модную индустрию. Современная мода пытается найти пути решения экологических проблем, но пока еще не вывела идеальную формулу. Важно помнить, что не только текстильные гиганты, но и каждый потребитель может внести свой вклад в уменьшение негативного воздействия производства одежды на окружающую среду. Даже на бытовом уровне мы можем способствовать улучшению экологической ситуации. Быстрая мода приводит к созданию большого количества отходов. Многие люди выбрасывают свою одежду после нескольких носок, вместо того, чтобы дать ей вторую жизнь или переработать. Покупка некачественных вещей, что прослужат дольше, и забота о правильной утилизации – это первые шаги на пути к спасению экологии. При походе в магазин остановите свой выбор на более устойчивых и менее вредных материалах, таких как органический хлопок, бамбук или конопля. Чаще покупайте БУ одежду, пользуйтесь услугами аренды и выбирайте бренды, которые заботятся об окружающей среде. Это также снизит негативное влияние fast fashion. Но ни в коем случае не выбрасывайте на свалку и не сжигайте вещи. В идеале бренды должны стать более сознательными и сократить производство одежды от нескольких раз в месяц до одной коллекции в сезон. Также нужно менять источники энергии на производствах. Энергоснабжение и замена существующих технологий на возобновляемые источники энергии должна сократить выброс углекислого газа на 60%. Также производители могут предлагать клиентам услуги по ремонту и переработке одежды в новую ткань и помогать избавляться от старых вещей. Некоторые бренды уже начали трансформацию в сторону большей ответственности перед экологией. Но единичные экопроекты не в силах противостоять мировым монополиям. Положительные изменения могут быть достигнуты только при совместных усилиях всей отрасли и общества в целом. Потребитель играет главную роль в этой системе. Не будет спроса – не будет предложения. В противовес быстрой моде в последние годы начала развиваться идея устойчивой моды. Это понятие предполагает изменение принципа потребления путем замедления темпов обращения стиля, переработки материалов, обращения к экологическому стандарту и этике потребления. В 2007 году Кейт Флетчер противопоставила быстрой моде понятие «медленная мода». Это направление предназначено, чтобы отказаться от бездумного потребления масс-маркета. Медленная мода – это об осознанном выборе, неповторимом стиле, покупках в секонд-хендах и винтажных магазинах, натуральных тканях и экологичности. Сегодня поколение Z и миллениалы выступают за сознательное потребление больше, чем любая другая возрастная группа. Это, несомненно, вселяет надежду на светлое будущее. Пока проблема быстрой моды не стала катастрофой, мы еще можем что-то изменить и не допустить, чтобы наша планета утонула в горах текстильного мусора. В этом
мире будут жить наши дети. Поэтому перед очередной покупкой не поддавайтесь импульсу, хорошо обдумайте ее ценность и цель приобретения. Помните, внешний вид – это не только одежда. На этом у нас все, друзья. Делитесь в комментариях, как часто вы обновляете свой гардероб и каким способом избавляетесь от старой одежды.